Не дождусь, когда буду копать картофель размерами с бананы. Об этом было показано в прошлом году. Но картофелю еще нужно подрасти, а мне произвести второе окучивание. Здравствуйте, друзья! Задам сразу несколько вопросов. Как вы считаете, с таким мотоблоком, оборудованный дисковыми окучниками, с культиваторными лапами и опорными колесами, можно окучить гектар картофеля? Сможет ли мотоблок окучивать весь ряд картофеля длиной более 50 метров без моего вмешательства? Так что, если вам интересно, как проходило второе завершающее окучивание, не переключайтесь. По сравнению с первым окучиванием, расстояние между окучниками увеличил на 15 сантиметров. Теперь все междурядье обрабатывается, и сорняку там никак не остаться. Культиваторные лапы оставил на прежнем месте. Их ширина 22 сантиметра. Они снова подрыхляют почву как под колесами мотоблока шириной 14 сантиметров и еще 8 сантиметров возле колес. Так что почвы вполне достаточно. Угол поворота дисков по отношению к прямолинейному движению тоже оставил без изменений. Кстати, этим углом можно легко регулировать количество забора почвы дисками. И как видим, мотоблок окучивает весь ряд картофеля без моего вмешательства. А это потому, что окучивание я провожу через ряд, а два соседних ряда уже окучены. Но даже при окучивании нового ряда каждый окучник равномерно берет почву, и не надо постоянно держать мотоблок за рукоятки. Хочу обратить внимание, да и вы, наверное, заметили, что мотоблок даже с большими колесами и грузом на носу более 30 килограмм идет на пределе пробуксовки. Это довольно нелегкая работа, и количество почвы оптимальное, отрегулировано уже во время работы при той же универсальной сцепке. Пробовал чуть больше углубиться и дать побольше почвы, мотоблок тут же начинает буксовать. За счет того, что упорные колеса ограничивают глубину заглубления дисков, почва на обеих окучниках берется равномерно. В предыдущие годы при отсутствии опорных колес один из окучников мог подобрать больше почвы, и, естественно, этот окучник тянуло в эту сторону. Я думаю, что многие через это уже прошли и знают, как нервирует, когда окучники кидают по сторонам. Большую роль играет и то, что вся сцепка находится в плавающем режиме на одном пальце. В предыдущем видео более подробно об этом показано. Окончательную глубину работы окучников уже подстраиваю во время работы на самой универсальной сцепке мотоблока. О ней тоже есть подробное видео на моем канале. Так что, кто впервые на канале и не видел предыдущих видео, эти окучники самодельные, культиваторные лапы дали хорошие соседи, а опорные колеса установил в конце прошлого сезона от детского трехколесного велосипеда. Они еще 4 года назад удачно отработали в составе мотоблока поезда при уборке картофеля. Это, кстати, моя была первая самоделка. А теперь давайте ответим на вопрос, который был поставлен в начале видео. Можно ли таким окучником произвести окучивание картофеля в 1 гектар? И сколько на это окучивание уйдет время? Кто заметил, то один ряд длиной 50 метров окучивается в среднем за минуту 45 секунд. Соответственно, два ряда длиной общей 100 метров уйдет 3 минуты 30 секунд. А учитывать, что между рядами у меня 65 сантиметров, то в 1 гектаре при длине и ширине участков 100 метров таких рядов будет 153. Так что при окучивании надо отшагать 15,3 километра, а время потребуется, не считая перерыва в работе, почти 9 часов. Но если добавить немножко газку на мотоблоке, то можно это сделать и быстрее. А если на колесах установить подножки, тогда можно стоя проехать все окучивание, не напрягаясь. Кстати, подобные варианты уже адаптеров
можно увидеть на страницах YouTube. Подобные и я планирую сделать в будущем. Важную роль играют и скребки на дисках. Пробовал различные варианты их установки, и оптимальным оказался вот так, как сейчас. Если сравнить диски с циферблатом часов, то на правом диске скребок установлен на 1:30, а на левом на 10:30. Скребок лучше устанавливать под углом к диску, а не параллельно. Но если у вас почва сухая и песчаная, то возможно такие скребки может и не понадобятся. Но у нас чернозем с добавлением глины, так что без них довольно сложно работать. А так они довольно хорошо укладывают почву, не повреждая картофель, и сама почва не ложится глыбами, а даже если она влажная и сырая, то легко крошится. Ну вот так, друзья. На этом буду заканчивать второе окучивание картофеля. Это уже, наверное, завершающее. В перспективе, если это удастся, хочу попробовать прополку картофеля междурядья при помощи насадки к бензотриммеру. Потому что ботва уже смыкается буквально на глазах, а сорняк сильно начинает прорастать междурядье из-за того, что в последнее время планируются и шли довольно хорошие дожди. Не забудьте, друзья, заценить это видео. Но и подписка, если мои видео были вам полезны и интересны. У кого есть вопросы, пишите в комментариях. На все всегда стараюсь ответить. Всем, друзья, крепкого здоровья, успехов, работать отдыхая и до встречи на канале. До свидания.